Тум-тум, всем привет. Всем чао-чао. Меня зовут Кичигин Эдуард. Моя тема ландшафтная архитектура. Архитектура, ландшафтный скетчинг и архитектурный скетчинг. Ну, проектирование и все связанные с этим штуки. Сегодня я немного поговорю про одноточную перспективу. Это симпатично и интересно. И довольно просто, если этим заняться предметно. Но предметно заняться — это вот немножко работать над этой историей, немножко заниматься этим всем. Ну, как я, например. Вот этот рисунок — это рисунок из Пезаро. Там, где я практикую в Италии, вот давно уже, честно говоря, не был, но, надеюсь, скоро откроют границы, и можно будет уже двинуть туда. Прям жду с нетерпением. Вот. А сейчас про одноточную перспективу. Это та перспектива, где все точки схода тыдын, 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 тыдын направлены в одну точку. Но иногда с ней можно играть и направлять, например, не все точки схода туда. Можно делать еще одну и направлять туда. Ну, тут интересное решение. Но если вы собираетесь заморочиться с таким странным развлечением ландшафтного архитектора, то лучше начинать с одной точки, вот как здесь. Но если еще немного практикуете в скетчинге, то, может быть, нужно начинать с таких самых простых позиций. Нет, я потом покажу. Потом, наверное, сделаю отдельный, может быть, большой урок, потому как рисовать, простые эскизы в одноточной перспективе. И вы все поймете. А сейчас пока проговорю про пользу, элементы навыков и разный позитив с этим связанный. Так как я рисовал это в Италии, Пезаро, это не набросок Пезаро. Это я гуляю утром по берегу, иду, если тепло, то иду купаться. Но если не очень тепло, тоже иду купаться, да. Как такой немножко crazy русский, когда, купальный сезон в Италии уже давно закончен. Там на берегу почти никто не купается, но вот я иногда тоже прибегаю на берег, и перед тем, как пойти в кафе и посидеть там, поделать такие скетчи, как вот это как раз у меня пляжный скетчбук, туда много всего напихано, и сесть, нормального кофе попить, на солнце погреться. Вот я сажусь туда и делаю такие упражнения. У меня, скажем, есть там полчаса на кофе. Ты садишься, раскидываешь линии, перспективы в разные стороны и делаешь там свой скетч. Разминаешься перед дальнейшим трудовым днем. Это очень прикольно. Это супер заряжает. Потому что итальянская погода, она такая, прям симпатичная. Очень много солнца. И даже если прохладно, и на море уже, так начинает быть довольно холодно, и прибой так интенсивно бьет, все равно впечатление от погоды очень-очень хорошее. И поэтому ты так сидишь, кофе пьешь, заряжаешься, рисуешь красивые штуки. Это часть моей большой итальянской истории. Такая немаленькая часть, скажем, пляжная тема. Вот. Это супер полезно для ландшафтного архитектора. То есть если вашей задачей является создание объемно-пространственной композиции, то это прекрасное развлечение для того, чтобы вы занимали этим свое время. Как люди листают ленту, например, Фейсбука или Инстаграм, и делают этим свайп туда, или делают, кроссворд, там, сканворд или что, вообще какие странные штуки люди делают. Ландшафтный архитектор, мне кажется, это супер игра для того, чтобы проводить время в самолете в ожидании кого-то,
Если ты ждешь девушку, ну и она задерживается, ты что ты делаешь? Ну, ты или, может быть, ругаешься, или ты делаешь скетч. Ну да. В общем, я когда жду, я, конечно, все время, почти все время рисую или проектирую. Ну, на самом деле, это у меня уже давно одно и то же. И рисование, и проектирование. Ну, то есть, ну, есть творческие работы, когда я там делаю что-нибудь помимо проектных задач. Но большей частью все выливается в то, что все свободное время, которое у меня есть, я могу на текущий проект потратить. И что происходит? То есть я могу проектировать в любом месте, в любое время, там, чем угодно. Если у меня есть с собой ручка, там, то это хорошо. Если нету ручки или линера, или пера, то тоже нет проблемы. Потому что, ну, можно делать это чем угодно, нет проблемы. И садишься, если у тебя нет идеи, ты начинаешь развивать пространство в разные стороны, начинаешь играть вот в эту вот красивую игру. И ты думаешь, вот, например, у меня линия горизонта, от нее я отвожу лучи в разные стороны. И в первую голову я, например, создаю какую-то вот такую вот плоскость. Я провел 2 луча, у меня есть уже понимание, что здесь может быть в лица. Я провожу еще 1 луч и могу отпустить на него диагональ, вот так. И вот у меня уже получается перепад высот. Я могу провести вертикаль от пересечения вот этих линий, и вот у меня уже понижение рельефа. Я очень рекомендую всем, частью профессии кого является объемно-пространственная композиция, изучить одноточечную перспективу, но это тоже будет подробно, конечно, у меня в курсе, который я сейчас радостно готовлю изо всех сил. Вот. И использовать ее. Ну, и это супер классно. У вас может быть, ну, не быть серьезных левелов в рисовании, но вот это вот умное рисование, оно рисование под задачу, не рисование под импрессию. Это сочетание архитектурной темы, ландшафтной темы и изобразительной темы. И в таком простом виде, когда мы не используем, например, какую-то длинную историю с там, большим набором красок или холстом, или чем рисуют еще. Ну, вот эта вот история, она максимально облегченная. Она предназначена для того, чтобы вы могли ей воспользоваться, ну, в любое время. И я вот когда здесь, в России, еду на проект, там, в электричке, например, я спокойно достаю свой скетчбук и радостно там, ну, иду по проекту или иду по какой-нибудь вот такой вот творческой задаче. Я могу одновременно болтать и чирикать. Вот такую историю. Это так же, как вы говорите, например, по телефону и делаете каракули. Только есть смысл перевести эти каракули в что-нибудь такое, что поддерживает ваш необходимый уровень в профессии. Это же круто. Вы как бы не тратите ресурс, но вы упражняетесь. То есть можно смотреть сериал, так поглядывать сюда на лист, делать вот такие вот штуки, смотрим, там компьютер, тут что-то происходит, мы говорим в фоновом режиме и рисуем вот эту вот штуку. И это очень привлекательно. И так как это благородная черно-белая графика, то это очень хорошо. Потому что просто, потому что ясно, потому что, ну, супер стильно. Может быть, этот рисунок конкретно не супер стильный, но она в разные вот такие, например, варианты переходит, вот такие. Ну, может переходить вот в такие странные штуки. Это же мило. Бум-бум. Вот в такие. Вот проектные эскизы. Вот, вот, вот. Но это результат того, что я подхожу к этой истории как и к игре. То есть не создаю для себя напряжение, не создаю для себя
необходимость там каких-то достижений. Подхожу к этому как к игре и к спорту. И подход как к игре дает легкость, а подход как к спорту дает понимание необходимости регулярно этим заниматься. Потому что странно, например, заниматься спортом, надеяться на какие-то результаты, если ты там делаешь это раз в неделю. Нет, ты должен это делать каждый день. А чтобы делать каждый день, ты должен просто ввести это в свою бытийность, иначе не прокатит. И чтобы ввести это в свою бытийность, ландшафтному архитектору это сделать просто. Потому что нужно перейти, например, вот у меня текущий проект, я думаю о том, о пристройке вот этого фрагмента к существующему храму. Здесь думаю про общественную зону, здесь думаю про общественную зону, здесь думаю про перголу. Вот здесь тоже есть мысли, они выливаются из культурного контекста небольших групп, которые жили здесь. В общем, вот работы. Мои скетчевые истории, когда я работаю над проектом, вот это как раз вот часть вот этого есть. Точно, это же часть вот этого. Вот это пергола, вот ее фрагменты, вот вид сбоку. И вот это пергола. Можно вот так. А можно потом пойти в фотореализм. Сейчас я, наверное, не покажу, к сожалению. Но потом, может быть, покажу. Моделька крутится. Проект обдумывается. Я параллельно рисую какие-то скетчи, к которым могу приходить, там, корректировать. У меня есть информация. Когда я делаю ресерч, когда я делаю изучение, я записываю вот эти вот варианты. И история из тренировки вот такой, которая была в Пезаро, приходит, например, вот в такую, которая сейчас у меня в коммунаре. И это пезарский маленький скетчбук. Это Тайгер, да, по-моему, фирма Тайгер. Такой в Италии типа канцелярской ленты. Вот он. В общем, вот он. Да, где-то должно быть написано, что это Тайгер. А это National Gallery. Это уже английский. Мне его привезли с Лондона, и я его эксплуатирую прямо не по-детски. То есть вот это уже оторвалось. Но так в целом он очень прочный, очень классный. Мне дико нравится. Вот. Так, чуть пролистнул, особо не проговаривая. То есть вот тоже одноточная перспектива. Вот такие упражнения. Я буду проходиться по ним. Вот такие упражнения нужно делать обязательно. Если вы ландшафтный архитектор, это прям ваша профессия. Чтобы быть сильным в таком композиционном отношении. Это красивые девушки, как я люблю их рисовать. Невероятно. Такие штуки. Вот простая форма. Вот тоже одноточная перспектива. Тоже девушки сидят. Вот самая простая одноточная перспектива. Начинать, наверное, лучше с таких. То есть, посмотрите, здесь точки схода тоже сводятся все в одну единую. Вот сюда вот. Тыдым, 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 тыдым. И появляется пространство внизу. Здесь какая-то композиция. Здесь есть ритм, пробелы, есть ритм в стволах. И вот такая вот история снаружи. И она делается очень легко. Если вы, конечно, привыкли к этому и получаете от этого удовольствие. Вот такие композиции. Тоже просто симпатично и понятно. Поэтому, вот такие вот еще. Вот такие. Но я буду каждый раз тратить видео на один такой рисунок и проговаривать всякие плюсы и минусы. И в общем и целом от этого нужно получать удовольствие. То есть, в моей картине мира это как созидание. То есть у меня есть возможность, например, делать это в проекте, а если у меня нет возможности делать это в проекте, я могу делать это в скетче. Я оставляю это в скетчбуке, и оно уже есть со мной. Оно может всегда прийти обратно. Всегда может
иметь шанс на материальность какую-то. Оно у меня в бэкграунде. Оно не где-то там в компьютере, там, ноутбуке, не где-то. Вот. Один скетчбук, второй скетчбук, вот они. Третий скетчбук, там четвертый скетчбук, там в рюкзаке. Альбомы всякие. Это все очень вкусная, очень материальная, очень классная история. Поэтому я прям всем настоятельно рекомендую получать от этого удовольствие. И это очень итальянская тема, потому что для меня раньше было вот такое вот ощущение того, что нужно делать результат, поэтому это может быть ценно. А пожив в Италии, я понял, что нужно делать красивый процесс, и это может быть еще и ценнее. Это странно. Ну, это не отменяет, это делает намного лучший результат. Ну, вот такая мысль. И это ведет все к ощущению радости жизни, полноты жизни. Ну, то есть ты не работаешь на износ, ты работаешь, увеличивая свои силы. И вот такое вот красивое хобби, интересное, когда ты работаешь с перспективой, ну, делаешь такую симпатичную историю, это часть вот профессионального направленности, которая может быть хороша для архитектора и ландшафтного архитектора. В общем, вот я это продвигаю. Ну, и, соответственно, поэтому у меня будет курс. Там смотрите в описании, я не знаю, когда вы смотрите это видео, там, когда я уже его сделал, или когда я вот только что, или сегодня, например. Ну, я на YouTube все описания забью под ссылки на этот курс, поэтому его радостно можно будет купить. И в комментариях мне пишите обратную связь, что вам кажется, именно вам было бы необходимо для того, чтобы мой курс стал лучше. Я все это буду учитывать и вводить в свою систему. И так как у меня уже довольно большой опыт ведения курсов офлайн, то я думаю, что и онлайн-продукт получится огонь. Вот ко мне на курсы там с других стран приезжают. И это, в общем, говорит о том, что вот эта вот техника, она востребована. И в Михайловском саду висит карта моей графики. Посмотрите, кому интересно. В общем, вот. Меня зовут Кичикин Эдуард. И моя тема ландшафтная архитектура, ландшафтный скетчинг, архитектурный скетчинг и скетчинг в путешествиях. И мне было очень приятно поболтать. В общем, пишите комменты, как вам, что вы думаете на этот счет, что было полезно в курсе. Всем чао-чао, пока.